Жизнь в Турции для россиян становится все сложнее и дороже. Я выделила 8 параметров, характеризующих усложнение жизни иностранцев в этой стране. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из Турции. Первый минус – закрываются некоторые районы для получения вида на жительство. Об этом я уже рассказывала. Второе – это заметно повысилась аренда. Цены на недвижимость также резко повысились. Подорожали авиабилеты, но все же дешевле можно найти на сайте Aviasales. Ссылку на Aviasales оставлю в описании под этим видео. Подскочила стоимость медицинской страховки. Усложнился процесс получения ВНЖ, стало больше требований и ограничений. В то же время регистрируется меньше процент одобрений. Установлены ценовые преграды для вида на жительство по владению недвижимости. Например, в крупных провинциях квартира в открытом районе должна стоить не меньше 75 тысяч долларов по официальной экспертной оценке. Увеличилась стоимость получения гражданства по покупке недвижимости. Цена поднялась с 250 тысяч евро до 400 тысяч евро. И раньше было не совсем просто в Турции, а теперь становится все сложнее и сложнее. С одной стороны, можно понять и турок. Раньше в Турцию отдыхать ездили в основном туристы. Приезжающие на ПМЖ, конечно же, были, но не так много, как сейчас. И турки, развивая сферу строительства и недвижимости, старались привлечь иностранцев и все делали для этого. А теперь к ним в страну едут отовсюду все больше и больше именно мигрантов. И этот процесс не останавливается. И нужно как-то этот нескончаемый поток регулировать, что они и пытаются делать новыми ограничениями. Другими словами, туристы, которые прилетели в турецкий отель, потратят больше и не просят ничего взамен, чем иммигранты с небольшим доходом, которые арендовали квартиру и не приносят стране доход. Видимо, это для Турции невыгодно. Ранее Турпром писал, что приезжие начали получать ежедневные сообщения в виде новостных изменений и СМС-уведомлений от властей страны. По новым уведомлениями власти могут внести изменения, проинформировать об этом посредством уведомлений на телефон и потребовать актуализировать контактную информацию. В противном случае ожидается разрыв контракта. По словам приезжих, не все в курсе новых жестких правил, введенных турецкими чиновниками. Например, мне тоже смс не приходила. Ну а мы дальше будем следить за последними новостями. Оставайтесь с нами.